Всем привет! С вами канал Математические эксперименты. В прошлый раз мы с вами изучали функцию π. Количество простых чисел меньше либо равно, чем x. И получили довольно сложную формулу для приближения этой функции π, которая не идеально приближает функцию π. Когда мы вычитаем из π это приближение, мы в ответе видим вот такой вот шум, который колеблется от минус 0,5 до плюс 0,5 примерно, но иногда вылетает за пределы этой полоски. Сегодня мы продолжим изучение этого шума и попробуем его разложить на компоненты. Только в этот раз мы будем заниматься не функцией π, а различными суммами по простым числам и по степеням простых чисел. Зачем это нужно? Откуда берется эта идея брать суммы по степеням простых чисел и по простым числам? Я пытался найти какое-то простое объяснение, откуда может взяться такое желание, и не нашел ничего проще, чем объяснение через z-функцию. К z-функции мы с вами уже пришли естественным образом, когда изучали частичные суммы степеней натуральных чисел, и когда мы пришли к формуле Эйлера-Маклорина, приближенного вычисления частичных сумм, там тоже у нас встретилась функция z, которая определяется вот таким вот образом для s больше, чем 1. А для остальных s она определяется как аналитическое продолжение этой функции. Так вот, функцию z от s можно записать в виде произведения таких скобок. Произведение берется по простым числам. Смотрите, как интересно. Изначально сумма берется по натуральным числам, но эту сумму можно представить как произведение по простым числам p. Каждую из этих скобок, следующий шаг, можно записать как единица разделить на единица минус единица разделить на p в степени s. Что за формула такая? Это формула бесконечной геометрической прогрессии. Итогу функцию z можно представить как единица разделить на произведение. И дальше следующий еще винт ушами. Давайте возьмем логарифм от функции z и возьмем от этого производную. Что это за идея такая? Брать логарифм, а потом производную. Дело в том, что это очень плодотворная идея, которая позволяет кракнуть какую-либо функцию f. Почему? Потому что кракнуть функцию f означает разобраться с ее нулями и полюсами. Про это у меня тоже есть видео на канале. И что же получается? Если функция f имеет 0 или полюс в точке s0, то когда мы возьмем логарифм от f, то этот полюс или 0 отделится от остальной части. И когда мы возьмем производную, этот полюс или 0 превратится в полюс. Итак, когда вы берете логарифмическую производную от функции f, все нули и ее полюса превращаются в обыкновенные полюса степени 1, у которых числитель равен степени этого полюса или нуля у изначальной функции f. Поэтому эта идея взятия логарифмической производной очень плодотворна для кракания функций. И что же будет, если мы возьмем логарифмическую производную вот от этой штуки? Мы берем логарифм от этого отношения. Ну, это все равно, что логарифм от этого произведения со знаком минус. Логарифм от произведения превращается в сумму логарифмов. И мы берем производную от s. Что же мы получаем? Вот здесь я записал это. Мы получаем, что каждая скобочка дает вот это слагаемое. Производная от логарифма от какой-то функции равняется единица на эту функцию умножить на производную. Вот здесь я записал. Единица, которая здесь неявно есть, разделить на то, что стояло внутри логарифма. А здесь у меня нарисована производная от этой функции. Таким образом, логарифмическая производная от z-функции равна, без знака минус, потому что здесь у меня единица над z-функцией. Вот эта штука. То есть мы получаем сумму по степеням простых чисел
И каждая степень простого числа взвешена логарифмом от p. Заметьте, что здесь вот внутри логарифма нету s и нету никакого k. И по сути дела я начинаю заниматься вот этой суммой сегодня, сейчас. Давайте я на простом маленьком примере покажу суммы, которые я сегодня собираюсь считать. Итак, здесь вот получается два списка. Первый список это сами простые числа и их степени. То есть здесь есть не только 2, но и 4, 8, 16 и так далее. Не только 3, но и 9, 27 и так далее. Во втором списке находятся сами простые числа. И что я хочу считать сегодня? Я хочу считать, например, вот такую сумму. Простое число или степень простого числа умножить на логарифм этого простого числа. Давайте я посчитаю эти два массива до 1000 и сложу, например, вот это. Это и есть сумма логарифма p на pp. pp я обозначаю степень простого числа, а p само простое число. Вот как выглядит эта сумма. Похоже на квадратичную зависимость. Разделим на pp. Действительно, квадратичная, потому что после деления на p осталось что-то линейное. И я здесь даже попробовал это все приблизить. Ну, давайте я разделю это лучше на квадрат. Что я здесь вижу? Действительно, стремится к какой-то константе. Эта константа очень похожа на 0,5. Дальше, ну, я уже опытный товарищ. Давайте я домножу все это на корень из pp. pp это как бы и есть наш x в этом видео. Вот что получается. И я вижу уже шум, который меняется более-менее, лежит в промежутке от минус 0,5 до плюс 0,5. Хорошо. Другой пример. Можно взять сумму логарифм p разделить на pp. И здесь видно, что зависимость скорее логарифмическая. Когда мы вычитаем логарифм, вот что мы видим. Шум, который сходится к какому-то числу минус 0,5,7, видимо. Добавляем эти 0,5,7 и видим опять шум, который лежит более-менее в промежутке от минус 0,5 до плюс 0,5. И так далее. Короче говоря, и здесь я заранее уже посчитал степени простых чисел меньше либо равно 50 миллионов. Также посчитал сами простые числа. 3 миллиона штук. И посчитал разные суммы. Значит, сегодня будем интересоваться вот этими суммами. Но заодно я посчитал суммы по простым числам просто. Вот у нас есть два массива одинакового размера pp и p. Мы рассматриваем нашу функцию суммы как функцию от pp, от того, что записано в массиве pp. Но во время суммирования мы можем использовать как степень простого числа pp, так и само простое число p, степень которого мы берем. Меня сегодня интересуют суммы с логарифмами. Просто сумма логарифмов p по всем степеням простых чисел. Сумма, значит, pp умножить на логарифм p обозначается как сумма pp p1 log. Буквочку r я использую, чтобы обозначать отрицательные степени. Когда я беру единицы на pp или единицы на pp в квадрате. Вот. Давайте теперь попробуем кракнуть эти все суммы. Переходим вот сюда. Первое. Берем сумму. Напоминаю, вот это вот обозначение. Это как бы сумма единица на pp умножить на логарифм p. Ну или так уже. Вот эта вот сумма у меня находится в этом списке. Функция listQpad у меня берет часть этого списка. Сам список довольно большой. Сколько там у меня получилось элементов? Я даже не помню. 3 миллиона элементов. И я не хочу рисовать график от 3 миллионов точек, потому что математика будет подтормаживать. Я беру лишь 10
1000 из этого количества точек. Причем я беру точки, расположенные примерно по геометрической прогрессии. Их индексы примерно геометрическая прогрессия от 1 до 3 миллионов. Рисую. Здесь у меня сразу же выписан ответ, но получить его было совсем несложно. Как это делается? Вначале просто рисуется функция y от x. Точнее, y от логарифма x. Решеточка 1 это наш x. Решеточка 2 это наш y. То есть сумма до x. Вот здесь мы видим, что y примерно равен x. Ну, правда, не x, а логарифм x. Поэтому крайне естественно вычесть этот логарифм. Мы сразу же получаем шум. Помните, как долго мы страдали, как долго я страдал, прежде чем из π вычленить шум. Здесь все это произошло в одно действие, с первого раза. Поэтому вот я и выбрал эту сумму по степеням простых чисел. Тут гораздо проще получаются результаты. Аналогичные результаты получаются, если суммировать по простым числам. Но там надо делать два действия. А здесь одно. Давайте этот шум умножим на корень из x. Так. Но прежде чем умножать, сначала надо увидеть, что он смещен. И я это смещение удаляю. Добавляю 0,577. Вот. Сместил его центр в единицу. Только тут надо еще. Вот. Так вот. Дело в том, что в этой константе опытный математик узнает вот эту константу, Эйлер-гамма. И я тут сразу ее тоже узнал. И записал. И в итоге получил этот шум. Сумма логарифм p разделить на pp. Это просто логарифм от pp минус Эйлер-гамма. Окей, идем дальше. Теперь сумма просто логарифмов от p. То есть pp присутствует в степени 0. Поэтому здесь написано нолик. Как поступаем здесь? Аналогичная процедура. Мы сначала рисуем график y от логарифма x. Видим растущий график. Причем, тут недостаточно разделить на логарифм x. Делим на сам x. Мы видим, что стремление, скорее всего, к единице. Все эти константы очень легко угадываются. Они кругленькие здесь получаются. Ну, а потом мы домножаем на корень из x. И это я сделал вот здесь вот. И получаем хороший, красивенький шум. Знакомый уже нам. Они все получаются очень похожими. Вот здесь у нас тоже был такой же шум. Видите, вот это вот скопление в самом конце внизу. И здесь есть аналогичное скопление. Дальше идем. Это сумма pp умножить на логарифм p. Здесь мы делим уже на x в квадрате. И обнаруживаем, что надо вычесть 0,5, чтобы получить несмещенный шум. Дальше мы видим, что надо вычитать 0,3333. Предполагаем, что это 1/3. Двигаемся дальше. Здесь уже просто угадываются ответы на раз, два, три. Вот это вот последняя штука. Мы суммируем pp в степени 4 умножить на логарифм p. Нужно разделить на x в пятой степени и вычесть 1/5. Что в итоге мы получили? Мы получили 5 шумов.
Даже 6, если учитывать тот первый шум, где я брал единицы на pp. И они все очень похожи друг на друга. Прекрасно. Давайте теперь, что естественно сделать. Надо вычесть один шум из другого. И я буду вычитать шум для степени 1 из шума для степени 0. Шум для степени 2 из шума для степени 1. И так далее. То есть я буду брать соседние шумы и вычитать один из другого. Что такое cut XYS? Считается, что мы как бы соединяем два списка пар XY, и иксы у них одинаковые, поэтому можно взять любой из иксов. X1, X2 или X3. Вот. Рисуем. Вот какая замечательная картинка. Это ключевая картинка в этом видео. Первый шум, синий, исходный, он выходит за пределы нашего прямоугольника на плоскости XY. Видите, здесь ось Y взята в промежутке от минус 0,04 до плюс 0,03. Первый шум, он имеет большую амплитуду, порядка 0,5. Вот эти 4 шума, это вот этот график, например, также фиолетовый график, также красный и синий график. Красные и синий графики, они скрываются за фиолетовым. Дальше здесь нарисовано еще 3 штуки. Что это за штуки такие? Здесь я взял, по сути дела, второй шум и первый. И я вычитаю из этого шума этот шум. Из этого шума этот шум. Как-то так. Смотрите, как это происходит. Можно пояснить это следующим образом. Я эти 3 шума, их тут 3, пронумеровал как шум 1, точнее шум как решеточка 2, решеточка 3. Это тоже пусть будет как бы решеточка 3, а вот это пусть будет решеточка 4. И когда я теперь из этой разницы вычитаю эту разницу, я как раз получаю данное выражение. Вот такое пояснение. У меня получается уже есть 3 уровня шума. Исходные шумы, которые были выше. Шумы вида разница исходных шумов. И шумы вида разница вот этих вот шумов с предыдущего уровня. Ну и, конечно же, можно двигаться дальше. Вот эта вот маленькая желтая синусоида, это как раз один из этих 3 графиков. Второй это красный, а третий это голубой. Он скрыт за желтым. Его тут не видно, просто не видно. В самом начале вот он чуть-чуть проглядывает, а дальше пропадает. И здесь вот я попытался нарисовать как раз в крупном масштабе желтый шум, кажется. Просто здесь он стал синим. Двигаемся дальше. Мы теперь можем взять шумы этого 3-го уровня и вычесть один из другого. Вычитаем. Тут мы уже как бы конкатинируем 5 игреков. И к этим игрекам обращаемся как решетка 2, решетка 3, решетка 4, решетка 5. Тут у нас появляется формула, которая есть не что иное, как а минус b в степени 3. Это биномиальные коэффициенты. Ну и наконец. Так, тут уже какие-то лишние действия сделаны. Давайте я их сотру. Смотрите. Берем шум уже 4-го уровня. И он уже не выглядит как шум. Это какая-то гладенькая кривая, которая стремится к нулю. Давайте попробуем угадать зависимость у этой гладенькой кривой. Что мы тут делаем? Повторяем это все выражение, только здесь пишем
какую-то функцию от x. Так, знак минус забыл. Вот. Здесь можно было попробовать просто решеточка 1, экспонента от решеточка 1 или экспонента от 0,5 решеточка 1. И удачным оказывается вот этот вариант. Он соответствует желтому графику. Только видно, что его надо домножить на что-то. Умножаем еще. И еще чуть-чуть надо. И еще чуть-чуть. 3. Или 4. Вот. Где-то 8,3, 8,4. Хорошо. Вычитаем. Это выражение со знаком минус у нас получается плюс. Так. Теперь уже это приближение желтое нам не нужно. Я здесь убираю 0,5. Убираю знак плюс. Вижу, что перелет 0,5. По-прежнему перелет. Ну, наверное, вот так лучше всего будет. Еще чуть-чуть. Вот. Итак, я взял шум 4 уровня и стал видеть в нем компоненты аналитические. И я эти компоненты извлекаю и вычитаю. Это наш стандартный прием. Здесь я нарисовал просто 0. Ну, давайте попробуем. 1 разделить на 1,5. Ну, наверное, да. Хорошо. И дальше мы вычитаем. Вычитаем. И здесь я пишу нолик. Ну все, хватит уже вычитать эти аналитические компоненты. Мы тут видим уже синусоиду. Пишем синус, так, ну или косинус от решетка 1. Амплитуда здесь очень маленькая. Сколько? Вот столько. Больше частота. Это слишком много. Ну, наверное, со знаком минус. Да. С амплитудой не угадал. Вот, как-то так. Вычитаем эту синусоиду. Здесь у меня уже нарисован ответ. Я подобрал здесь получше частоту синусоиды и еще смещение. Угу. Так, чтобы вот этот вот шум остаточный, синий, был как можно меньше. Таким образом, та-та, мы с вами добрались до числа 14.1. Это и есть первый нетривиальный 0 зета-функции. Собственно, в этом видео я хотел кратчайшим путем добраться до нулей зета-функции. Школьными методами, анализируя просто вот эти суммы по степеням простых чисел, мы с вами добрались до синусоиды, где частота равняется как раз значению мнимой компоненты первого нуля зета-функции на вертикальной прямой 0,5. У меня есть видео, где я старался кратчайшим путем добраться до значений зета-функции в точках 2, 4 и так далее, а также в дробных значениях 0,5 или минус 0,5. А здесь вот я впервые добрался до нулей зета-функции. Такое вот интересное наблюдение, такая вот иерархия шумов. И на 4-м шаге удаления 4-й компоненты мы увидели синусоиду, которая соответствует первому нетривиальному нулю зета-функции. Дальше думайте сами.
Вы, наверное, догадываетесь, что этот остаточек можно дальше разложить на сумму синусоид. Попробуйте это сделать самостоятельно. Пишите комментарии, а то мне без комментариев скучно. Всем удачи, пока.